Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Май. Что скрывает будущее? События на пороге. Как изменится ваша жизнь в этот период? Давайте с вами узнаем. И у нас очень серьезное планетарное событие – Уран в знаке зодиака Близнецы. А май – это первый месяц. И мы знаем, что Уран – это планета трансформации, планета революционных перемен и нового вкуса свободы. И именно май месяц определяет для нас, может быть, траекторию нашей жизни не на один месяц, нет, потому что транзит Урана в Близнецах будет касаться 7 лет, представляете, с заходом на 2033 год. Но мы все-таки начнем, оттолкнемся от мая. Что ждет вас в мае? На пороге каких событий вы стоите? И карты старинного цыганского пасьянса, конечно, больше о событиях и рассказывают, и показывают. Рассмотрим, безусловно, значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Но какие-то подсказки будут, о чем вас хотят, может быть, и предупредить. Или, может быть, что-то не упустить в мае месяце для вас будет важно. Вот есть какие-то переживания, вот куда без них, да? И вот этот череп, это не есть что-то, как я говорю, материальное. Или это, ну, действительно какая-то неразрешимая проблема, вопрос, вот что-то такое глобально серьезное. Нет, это вот мы сами устраиваем себе какое-то самокопание, а получится, не получится. Выгорит, не выгорит, да? А нам карты говорят, да все у тебя хорошо. Но я допускаю, конечно, на 100%, наверное, не всегда бывает хорошо. А у вас, наверное, и на 100%, ну или на 99%. Смотрите, у вас еще выпадает якорь. Якорь, стабильность, надежность. А плюс еще у нас ангел выпал для вас. Это доброжелатель. Ну и это, знаете, как ваш ангел вам помогает, наблюдает за вами. Или как, знаете, как-то складываются удачные обстоятельства. Я такого тоже не исключаю. Поэтому гоните прочь какое-то самокопание. Вот в итоге я могу сказать так. Смотрим дальше. У вас еще выпадает победа. Тут не просто якорь, а вот как в одном квадрате. И якорь, и победа. Какой-то вопрос вы решите, ну, для себя, по крайней мере, положительно, чем-то вы останетесь довольны, хотя вполне вероятно, это будет означать, может быть, и новая какая-то конфигурация. Смотрите, цыганка. Наверное, поэтому называется пасьянс цыганский, хотя тут не про цыган. Прописано значение лицо, просто лицо. То есть имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Это может быть как и по работе, для кого-то из вас новое знакомство, вполне вероятно и такое. Новые люди в вашей жизни. Что еще нам расскажут карты? Для рыб и рыбок. И смотрите, документ. Конечно, в нашу цифровую эпоху это может быть какое-то свидетельство или, знаете, как сообщение в мессенджерах, может быть и звонок, или какой-то важный контакт. Но все же в этом пасьянсе с сургучной печатью как конверт. Может быть, это подписание какого-то важного документа. Возможно, это будет связано с работой, а у кого-то и с личной жизнью. Но так или иначе, тут может быть какая-то победа, надежность, когда вы сами обустраиваете какое-то дело или принимаете в чем-то участие, и более того, может быть, документально закрепляете. И это ведь тоже, да, то, что мы юридически, к примеру, прописали, это для нас тоже может означать некоторую стабильность. Может быть, и кому-то просто придется работать с документами больше. Я такого не исключаю. У вас еще также выпадает. Смотрите. У кого-то из вас это именно доброжелатель, который находится дома. Костер – это домашний очаг, семейный очаг. Может быть, это тот человек, даже кто-то из близких, может быть, и из родственников. Или пусть эти два значения, они как будто сами по себе. Есть и доброжелатель, и сами по себе вопросы вашего местонахождения или планируемого место проживания, когда вы тоже будете тут с чем-то ориентироваться, а кто-то, может быть, будет искать жилье, буквально аренду или купля-продажа. Тут у каждого по-своему. И буквально рассматривать документальные вопросы в связи с этим.
Итак, что мы еще тут соединим? Честно говоря, пока не вижу больше совпадений у вас. Но нам и так немало сказали карты. Поэтому для вас складывается, мои дорогие рыбы и рыбки, какая-то очень добрая конфигурация. И еще раз повторюсь, гоните прочь какие-то сомнения. Будьте реалистами, особенно, наверное, в этот период мая, потому что тут добрые энергии именно идут в вашей жизни. Как и взаимопомощь, так и, может быть, вот эта победа или вот как якорь, когда вы для себя что-то можете и прояснить-то ведь тоже. Итак, дополним картами Таро. Как изменится ваша жизнь в мае? Что скрывает будущее? Достанем 4 карты. Как основные направления или сферы жизни. А ведь и правда, как смотрите, десятка жезлов сама перевернулась. Успевайте, кстати, отдыхать. Потому что уставшие люди делают ошибки. Иногда карта это подсказывает. Может быть, будет много работы, много каких-то переездов, будет и много усталости. Ну, вот так вот настраивают карты на май месяц с какой-то активностью. Но вполне вероятно, это действительно у кого-то пересмотр по дому, то есть место проживания, как я уже говорила, а для кого-то это смена работы. Или, может быть, когда, ну вот ваши планы будут тоже трансформироваться. Может быть и какая-то многозадачность. Кстати, эта карта говорит, что нам хватит сил как будто это преодолеть. Мы сумеем что-то для себя организовать. Итак, первая карта будет касаться, как изменится ваша жизнь, и именно любовь и личная жизнь для вас в мае. Финансы. Что будет меняться в мае для вас? Достанем третью карту, которая будет символизировать ваше благополучие в мае. Ну, это, знаете, как ореол или какая-то атмосфера, энергии вокруг вас. И четвертая карта – это сфера ваших достижений. У кого-то учеба, у кого-то карьера, работа, важные контакты, встречи или документы. Итак, любовь, личная жизнь. Что изменится в мае? Ох, тут изменится, правда. Неожиданные новости, неожиданные встречи, неожиданные планы ваши, какие-то обстоятельства. Вообще карта рыцарь жезлов, будь готов к неожиданностям. Точно так же будь готов или готова к тому, что и люди могут тоже менять свои планы. Или у людей, может быть, близких людей будет тоже что-то меняться. И есть тут все-таки какой-то трансформационный момент. Но и для вас, как будто, может быть, вам придется быстро собраться куда-то поехать. Или когда, ну, какая-то возможность идет в руки, а вам тут придется что-то переиграть, пересмотреть. Правда, тут посмотрите, но для вас даже через неожиданности или через планы ваших близких, или пусть это не близкие, а ваши друзья, партнеры. Может быть, это та история, дружба, когда у людей тоже что-то меняется объективно. Но для вас это складывает в конечном итоге десятку пентаклей и какие-то добрые события, стабильность, надежность. Может быть, эта и карта будет говорить отчасти все-таки пентакли, о решении финансового вопроса. Что еще, что изменится? Ну вот, наверное, думать никуда не денем, да? Это карта интуиции, это карта именно разума. Интуиция – это тандем интеллекта и прежнего опыта. Поэтому где-то, может быть, и та ситуация, которая складывалась до этого времени, она стремится тоже к развязке. Вот я такое могу допустить. Но это не то время, когда мы выносим вердикты. Вот, видимо, у вас что-то подобное будет складываться. И это старший аркан. Вы можете столкнуться с такой ситуацией или новостью, когда вам придется рассматривать альтернативный вариант. Но вполне вероятно, для кого-то из вас в этом тоже плюс, потому что вы как будто будете избавлены от каких-то разочарований. Может быть, и переиграть что-то придется вам лично именно от той новости, которая будет меняться в жизни какого-то человека. Но я тут для вас вижу все равно какие-то более добрые перспективы. Это точно, мои дорогие. 2 десятки. Карты изобилия, процветания, карты возможностей, карты взаимопонимания, тепла, домашнего очага, своего дома, да, и, ну или пусть того жилища, где вы проживаете. И когда вас и любят, и понимают, и, в принципе, по финансам, то тоже как-то выравнивается какая-то конфигурация, когда и финансы где-то, да, по пентаклям, и эмоции в полном балансе,
И это где-то неожиданно. Значит, какая-то метаморфоза, даже если мы предположим, или предположим точнее, то для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, тут складывается какой-то красивый сюжет. Финансы, что будет меняться. Карта «Отшельник» не говорит о том, что мы тратим деньги. Всегда это дервиш. И это старший аркан. Может быть, так внешняя обстановка складывается. Или когда вы сами отшельник, это всегда философия жизни. Это мудрец в первую очередь. И это карта независимого человека. Может быть, и вы будете как раз стремиться к независимости по финансам. Это тот человек, который идет своим путем. Он, кстати, идет медленно, поэтому для кого-то из вас, а рядом еще один старший аркан влюбленная, именно по финансам будет какой-то выбор, может быть и непростой, или связан с внешними событиями, с какими-то известиями, может быть и от ваших ближних, но как будто для вас это складывается траектория на более далекий период. Нам ведь карты сказали, деньги есть, как будто деньги будут, правда? Но, видимо, что-то стоит на кону более важное, которое не совсем на май, а вот может быть как по Урану в Близнецах, когда вы свою траекторию финансовую хотите стабилизировать, сделать более понятной, удивительно. И еще и третий старший аркан, мои дорогие. Кто-то захочет переехать куда-то далеко. Может быть и правда связано с тем, что прежде вы не могли осуществить. А здесь у вас это получится. Получится благодаря тому, что вы, с одной стороны, можете не упустить какую-то возможность, с другой стороны, вы столкнетесь с выбором, и этот выбор нужно будет делать. Вполне вероятно, я тоже допускаю. Может быть, и кто-то из людей, которые вхожи вот в ваш дом или принадлежат к вашему кругу общения. Опять же, тут тоже что-то может меняться. Но точно так же с арканом мир. И мы надеемся, наверное, в мае месяце более доброй энергии. Поверьте, уже ведь 11 знаков зодиака сделала, у многих выпадала эта карта. И стало быть, все стремится к миру, сама Вселенная. И, может быть, сильный мир от всего, будут пересмотрены какие-то законы, будет, ну, знаете, как пересмотрены границы, имеется в виду, прежде вы не могли что-то осуществить, а здесь вы как раз надумаете это. А для кого-то это может быть как раз и связано с тем, что я могу раскрыть свои таланты в каком-то другом месте. Вот там, где я нахожусь, я не могу, а вот тут могут измениться ваши планы так, что вы будете строить куда-то переезд даже очень далеко. И, может быть, это будет связано где-то с финансами, у кого-то по работе, у кого-то, может быть, и по учебе. Да тут все что угодно, у кого-то по личной жизни. Вот складывая для вас какой-то красивый сюжет, ваша судьба, чтобы было больше стабильности, больше надежности, ну и в финансах, ну и в личной жизни тоже. И это всегда новые перспективы. Аура вокруг вас или ваше благополучие. Но вот все равно ваше благополучие будет напрямую зависеть от того или от тех вопросов, которые вам не нужны, а нужны кому-то, но вы, может быть, прежде в них участвовали. А вот теперь мы как будто открестились, так хочется сказать. Или теперь мы понимаем, есть наши задачи, и это задача номер раз. Или какая-то ваша идея, какая-то тема с учетом аркана отшельник. Пусть это будет какая-то траектория по отшельнику, когда придется пройти еще какой-то путь, выполнить некоторые шаги. Давайте я еще достану карту. По семерке жезлов, особенно в этой колоде, нам и говорят, да, смотрите, девушка хранит свой дзен, как будто отвернулась, в чем-то именно не участвует, а 7 жезлов пытаются ее достать. Поэтому и вам есть вопросы, в которых нет смысла участвовать. Точно. Вы от этого можете получить как и усталость, так и напряжение, как и физическое. Точно так же и эмоциональное. Вот не во всем вам нужно участвовать для вашего благополучия. И есть то, когда вас могут приобщить к чему-то, а вам туда не надо. Увы, сами у себя на кону, мои дорогие. Конечно, у вас благополучный период, аркан императрица. Конечно, для кого-то из вас это будет означать действительно помощь, как вот тот ангел, да, помощь высших сил или помощь конкретного человека.
у вас сейчас ваш статус как меняется. Смена статуса, ведь это статусная карта. Для кого-то это тоже может проиграться. Но это точно так же и вопросы дома. Или ваше творчество, или дополнительный доход какой-то. Вот может быть это даже образование иногда, да, но это то, что мы еще пока на каких-то первых порах только пытаемся осуществить или рассматриваем как какой-то вариант. Но тогда с учетом всех старших арканов, вот действительно есть о чем подумать. Но тогда эту траекторию определенно следует продумать и просчитать. Потому что тут благополучие не на короткий период мая, а именно вот как это ваш статус или куда же я иду. И надеемся сами на себя. Но есть все же две карты, об этом нам сказали. И не случайно десятка жезлов переворачивалась. Она хотела вам сказать, прямо кричит, мои дорогие рыбы и рыбки. Есть то, что именно сфера ваших интересов, а есть то, к чему вас пытаются приобщить, а вам туда не надо. Вот такое емкое для вас благополучие. Фильтровать придется. Ваши достижения, ваша карьера, четверка чаш. Но это карта апатия. Может быть, иногда, кстати, эта карта выпадает, когда усталость. Усталость. И я говорила, уставшие люди делают ошибки. Что же на ваши достижения? Тут, правда, может быть, знаете как, некоторый раздрай по финансам. Может быть, где-то именно финансовая история кого-то из вас побуждает. Нам ведь сказали, деньги будут. Но, может быть, есть деньги, но не в том эквиваленте, как вы это себе представляли бы или хотели. Или самое главное, с учетом аркана императрица, как вы хотели бы что-то осуществить. Может быть, и будет май месяц, когда даже деньги есть, а вот экономить придется. Тут придется явно с кем-то договариваться. Вам не все будет нравиться на ваши достижения. Все-таки ради честности, правды это нужно сказать. А почему? А тут будет какой-то человек, который может буквально несколько сбивать вас. Это могут быть руководители, все-таки карта лидера, которые, допустим, от чего может быть усталости больше? Даже по работе, допустим, да, карьера. Вы хотите построить карьеру. Может быть, вы уже предварительно говорили с руководителем. И тот решит воспользоваться удобным моментом и думает, ага, вот, значит, этот человек хочет как-то выделиться, да, хочет построить именно карьеру. Дай-ка я, прокачусь, поручу ему какие-то дела. И вот вам могут даже поручать то, что кто-то должен другой делать, мои дорогие. И вас это не будет радовать, будьте к этому готовы. А что еще на ваши достижения? Вот вам нужно быть справедливым. Видимо, все-таки я вижу, у вас, знаете, как задача номер раз. Будут, видимо, и ситуации, будут и люди, которые вас будут именно пытаться приобщить к тому, куда вас не надо. В очередной раз повторяюсь. Справедливость – это всегда карта кармы прошлого и будущего. Но мы, как видимо, причину и следствие, вы, мои дорогие рыбы и рыбки, какие-то аналогии будете проводить. И поэтому явно у вас, может быть, и есть такой пример уже из прошлого, когда вы включились в какое-то дело, процесс, а потом поняли, что «а вот зачем я на это согласилась или согласился?». Я не исключаю, что для кого-то из вас, может быть, даже со стороны конкретного человека, которого вы когда-то знали, но, может быть, вы какое-то время не поддерживали отношения, может быть, это было очень давно. Может быть, тут какая-то была ситуация, которая тянется из очень далекого прошлого. С учетом конфигурации Сатурна, вот, внимание, мои дорогие, здесь может такое быть. Ведь именно по Сатурну, это владыка времени, Кронос, да, владыка кармы, судьбы. Так вот, у нас конфигурация со Сатурном в 2026 году. Она происходит как бы двояко. Смотрите, до конца июля Сатурн в прямых энергиях, как бы в прямом движении, в директном. Но он в тех градусах, который будет говорить о той ситуации, которая была на начало 2026 года и даже на конец 2025. Открутите киноленту вашей истории немножко назад. О чем вы думали, какие планы перед собой строили. Может быть, это даже еще какая-то более далекая ситуация. Вот почему я говорю, а у вас выпадает аркан справедливость. Но это прямое движение будет длиться до конца июля, а уже с 27 июля и по 11 декабря, почти до конца года, Сатурн уходит в ретроград.
И это тоже какой-то дежавю. И есть часть вопросов, которые быстро мы не осуществим. Просто будьте к этому готовы. Но когда выпадает аркан справедливость, может быть и есть в вашей жизни какое-то очень важное дело, цель, которую именно нужно будет распланировать на более далекий период жизни. Может быть, даже до конца, как минимум, 2026 года. И, кстати, эта тема финансовая, опять же, может быть. Когда вам для чего-то, для осуществления, да, вашего плана. Или когда вот иногда по этой карте здесь идет и помощь, но эту карту мы воспринимаем, это вам как будто идет помощь. Это карта финансового успеха. Но это не тогда, когда мы опять же тиражируем. Может быть, у кого-то по части вашего благополучия, вот как раз десятка жезлов и семерка жезлов может свидетельствовать, что к вам банально могут обратиться: одолжи мне денег, купи мне это, купи мне то. Ну, тут по-разному, может быть, даже близкие. Потому что деньги-то ведь есть, мы говорили. И могут чувствовать, а почему бы и нет? Что-нибудь эдакое не прикупить. Вот на вас могут воздействовать. А карта говорит: помни, рыбы и рыбки, рука дающего сегодня, завтра может оказаться рукой просящего. И это не только ваше достижение, как будто вы можете поставить под угрозу собственные планы. Или те деньги, которые вы кому-то одолжите, вы потом их либо не увидите, либо не скоро увидите. Поэтому будьте вот именно, наверное, и аркан императрица. Не обесточьте сами себя. Потому что здесь, по этой карте, кстати, идет помощь высших сил. Но она не бесконечна. И поэтому для вас май – месяц очень добрых энергий и возможностей. Но и самому не оплошать. Самому для себя или для самой себя во благо построить какую-то новую конфигурацию на отдаленное даже будущее. Или, может быть, буквально финансы отложить. Вот у кого-то будет так. Потому что появится непременно какой-то проект, поэтому не рискуйте. Не рискуйте как финансово. Ну и в принципе за период Плутона Водолея, это с заходом аж на 40-е годы, легкие деньги опасные. Никаких азартных игр. Я не беру там какую-то лотерейку одну купить, да, и так это попробовать счастье. Нет, а это когда мы на кон ставим почти все. Вот этому не время. Есть где-то тут предупреждение, потому что две карты вот эти, да рядом императрица, опять же, как будто есть ресурсность, которую мы можем, ну, свести к минимуму или к нулю. Будьте вот в этом благоразумны, ну и благополучны тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за вашу эмпатию, за вашу помощь, поддержку моего творчества, за ваши добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте на моем сайте публикации, ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.